Всем привет! Вы на канале FitBake. Меня зовут Анна. Привет, меня зовут Илья, и сегодня я покажу, как быстро и просто сделать настоящий низкокалорийный зефир на основе натурального ягодного пюре. Илья, расскажите, пожалуйста, в чем особенность технологии приготовления зефира, которую сегодня будем использовать? Дело в том, Ань, что рецептура и технологии приготовления классического зефира на сахаре имеет ряд сложностей. Это уваривание сиропа, проверка на нить, контроль температуры, уваривание пюре, порядок и скорость внесения полуфабрикатов. Все это требует контроля, внимательности и не прощает ошибок. А я сегодня приготовлю простую зефирную массу без использования специального оборудования и навыков, приблизительно и на глаз. А тебя не попрошу красиво отсадить. Ну, разумеется. Вы сказали, что технология приготовления зефира очень сильно упрощается. А за счет чего? Из-за того, что вместо сахара я буду использовать Sweetmaster. Это решение полностью заменяет сахар не только в белковых взбивных полуфабрикатах, к которым относится зефир, но и в любых других, в том числе и мучных кондитерских изделиях, где в рецептуре применяется сахар. Вы меня заинтриговали. Зефир – это один из самых популярных продуктов у инстакондитеров. Я тоже люблю его делать, и поэтому мне не терпится приступить. Как я вижу, для приготовления сегодня понадобится агар-агар, 2 порции сахарозаменителя Sweetmaster, свежезамороженная клюква, белок 1 яйца и вода. Первый этап – это приготовление ягодного пюре. Я попрошу тебя, Аня, высыпать ягоду в чашу блендера и измельчить ее. Следующим этапом готовится ягодно-белковая взбивка, для чего в чашу миксера вносится готовое ягодное пюре, 100 грамм сахарозаменителя Sweetmaster, белок 1 яйца. Ингредиенты взбиваются 3-5 минут венчиком на высокой скорости до образования пышной плотной массы. Белковая взбивка готова, а теперь Осталось приготовить сироп. Для этого в сотейник я вношу воду, агар-агар и оставляю примерно на 5 минут разойтись и набухнуть. Если на упаковке агара в составе указан какой-либо еще компонент, кроме агара, рекомендую увеличить указанную в рецептуре порцию в 2 раза. А с чем это связано? Иногда производитель разбавляет агар каким-либо носителем вроде мальтодекстрина. Я продолжаю готовить сироп. Для этого я включаю плиту. И с начала нагрева я вношу оставшуюся порцию сахарозаменителя Sweetmaster. При постоянном перемешивании на среднем огне Sweetmaster должен полностью раствориться и сироп должен полностью стать прозрачным. Это происходит в момент начала закипания массы. Вот он, сироп начал закипать. Не дожидаясь загустевания, переношу в готовую взбитую белково-ягодную массу. Все, Ань, приступай. Продолжительность перемешивания около минуты. Это время полного внесения сиропа. А показателем готовности выступает? Масса уплотняется и начинает хлопать. Где-то за минуту соединился сироп с взбивкой. Полученную зефирную массу перекладываем в мешок. И Аня сейчас красиво отсадит зефирные заготовки. Заготовки сформованы. Каковы дальнейшие действия? Для полного приготовления зефир должен стабилизироваться 10-12 часов в сухом прохладном месте или оставить его там на ночь. Значит, увидимся через 12 часов. Прошло 12 часов, зефир стабилизировался, и сейчас самое время попробовать его, оценить в разломе и порадоваться результату. Зефир имеет изумительную однородную пористость, гладкую поверхность, ровные острые грани и естественный насыщенный цвет. Давай попробуем. Мне уже не терпится.
Очень вкусный зефир, приятное сочетание пышной структуры и яркого ягодного вкуса. И хотелось бы уточнить, такой зефир действительно низкокалорийный, потому что совершенно не ощущается разница во вкусе с обычным зефиром. Именно так. Калорийность зефира на Sweetmaster в 5 раз ниже, чем у обычного зефира на сахаре. 65 килокалорий против 325. Приятное сочетание пользы для здоровья и чистого вкуса. И еще порадовала простота приготовления. Хотелось подчеркнуть, в чем именно уникальность этого решения. До этого предпринималось множество попыток создать универсальную технологическую замену сахара для зефира, которая была бы одновременно и низкокалорийной, и с низким гликемическим индексом, и сохраняла стабильность полуфабрикатов. Но та же фруктоза, к примеру, имеет высокую калорийность, а эритрол, будучи полезным для диабетиков и низкокалорийным, в сиропе осаживал белковую массу. Теперь же есть решение, позволяющее обойти все эти проблемы. Думаю, я еще обязательно попробую приготовить такой зефир, но уже с другими вкусами. В качестве основы можно использовать различные виды пюре, а в сироп добавлять кофе, пиво и любые другие напитки по вкусу. Похоже, простор для фантазии безграничен, поэтому не бойтесь экспериментировать и делиться с нами результатами. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал FitBake. Пробуйте приготовить такой зефир дома, ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи!